Всем привет! Сегодня я к вам с тортиком дубайский шоколад. Очень вкусный шоколадный бисквит, начинка из фисташковой пасты и теста кадаиф и крем. Ну и, конечно же, характерный рисунок для дубайского шоколада. Основа шоколадный бисквит. На бисквите останавливаться не буду, он у меня уже вот готовый, потому что совсем недавно я выкладывала ролик, как я готовлю этот шоколадный бисквит. Он очень вкусный, опять же, просто все делается. В описании есть ссылка. Крем сегодня у меня из двух ингредиентов: сливки и сгущенное молоко. Ну и дубайская, как раз таки это начинка из дубайского шоколада, из теста кадаиф и фисташковой пасты. Тоже ничего сложного, она готовится. Ну и, конечно же, шоколадная глазурь. И начну я, конечно же, с начинки. В начинку идет тесто кадаиф. Вот такие вот тесто-волосы их еще называют. Масло сливочное и фисташковая паста. Фисташковую пасту я использую здесь двух видов. Вот просто запомните, неважно какая фирма. Маленькие баночки — это всегда концентрированная фисташковая паста. Вот такую вот. Я вот ее треть буквально сюда, то, что у меня осталось, положила. А если вы покупаете уже вот побольше вот такие вот баночки, то это уже смесь фисташковой пасты с сахаром, обычно она сладкая, вот у меня сладкая, с халвой. Читайте просто по названиям, что туда добавлено. И уже от этого пляшите. Но концентрированную вот такую вот баночку, если вы любите очень фисташку и выпечку с фисташкой, то вот стоит приобрести. Она, да, недешево стоит, но у нее расход очень маленький. И вот такая вот фисташковая паста получается. Когда уже сделаю начинку, посмотрю, добавить мне сахарную пудру или нет, это будет зависеть вот от уже всех соединений. И сначала нужно разобрать тесто. Тесто должно быть порезано на мелкие кусочки. Вот я их сейчас порежу ножницами. Можно порвать также руками, это тоже как бы вообще легко. Вот, чтобы они были не сильно большие. На среднем огне разогреваю сковороду. Вниз кладу немного масла. Выкладываю тесто. И сверху тоже кусочки. И теперь вот тесто все время помешивая, поджарить нужно. Видите, оно уже становится позолоченным достаточно быстро. Поэтому его нужно мешать, и чтобы масло тоже вот растворилось. Выкладываю вот тесто, и я его не зажариваю сильно. Чуть-чуть она только стала коричневеть, и тогда уже сразу снимаю и выкладываю. И в горячее тесто кладу пасту. И теперь хорошо перемешиваю, чтобы каждый волосок теста был окутан с фисташковой пастой. Просто вот в однородность. Мне удобнее это делать вилкой, не лопаточкой кондитерской, не ложкой, а вилкой. Вот я попробовала, мне не хватает немножко сахара. Я добавлю сахарной пудры, где-то вот столовую ложку сначала. То есть с сахаром здесь нужно пробовать. У меня не сильно сладкая фисташковая паста, а концентрированная вообще не сладкая. Она немножко даже горчит. Поэтому здесь нужно попробовать, добавить или нет сахара. Все, и вот хорошо до однородности перемешала, начинка готова. Крем сегодня из двух ингредиентов. Сливки сладкие у меня 32%. Вот меньше 30% лучше не брать. Чем больше, тем лучше. И сгущенка. Банка сгущенки 380 граммов и пол-литра сливок. Чаша миксера и лопасти миксера должны быть из холодильника, должны быть очень холодные. Тогда у вас все хорошо собьется. Взбиваю сливки до мелких пиков и добавляю сгущенку потихонечку. И уже на больших оборотах быстро ввожу сгущенку и выключаю. Тогда крем не перебивается и получается очень вкусный. Все, хороший такой вот мягкий крем получается. В холодильнике между коржами он будет очень хорошо, стабильно стоять. А еще, если вы заморозите, получается из этого очень вкусное мороженое. Оба коржа пропитываю молоком, но добавлю туда еще вот столовую ложку фисташковой пасты, на основе которой делалась начинка. Еще более будет фисташковый вкус
у торта. И пропитываю коржи. Буквально тонким слоем наношу сначала крем. Немного. Распределяю вот фисташковую начинку. Сверху фисташковой начинки опять крем. Сейчас крем достаточно мягковатый. В холодильнике он застынет. Он еще свяжется с коржами бисквита и абсолютно застынет, не переживайте даже, потому что это сливки. Здесь нет сливочного масла, хотя сюда подойдет также масляный крем или крем с маскарпоне, тоже хорошо сюда подойдет. Вот сегодня я делаю просто со сливками. Переворачиваю второй корж. Смотрю, где нужно подровнять. Можно кусочками начинки или кусочками бисквита. Чуть-чуть подровняю борта буквально, но сильно не буду, потому что буду заливать тоже глазурью. И поставлю пока в холодильник. Делаю глазурь. Я делаю из 200 граммов шоколада. Я беру обычные плитки шоколада, 70% черный шоколад. Хороший шоколад, вкусный. Или можно кондитерские калеты тоже взять. Но я не покупаю специально. Я не кондитер, я не повар, поэтому вот делаю просто для дома, для друзей. Столовую ложку молока или 2 чайных. Возможно, молока придется еще добавить. Это я уже когда размешаю, посмотрю. И буквально вот граммов, не знаю, 7, наверное, 10 сливочного масла, кусочек. И ставлю в микроволновку 3 раза по 30 секунд. После каждых их 30 секунд перемешиваю в однородность. Вот в этот раз я добавила 5 столовых ложек молока на 200 граммов шоколада. Глазурь должна быть вот так вот хорошо течь, но сразу все молоко не добавляйте. По ложке буквально смотреть, чтобы консистенция была вот такой вот, хорошо стекающая глазурь. И для рисунка дубайского шоколада мне понадобится белый шоколад. Я половинку белого шоколада, 50 граммов, я растапливаю, делю на 2 и добавляю желтые и зеленые цвета. А в белый шоколад вот в половинку добавила 1 ложку молока горячее. Ах. Теперь пополам разделяю, его совсем чуть-чуть нужно. И добавляю цвет. У меня краска сухая, поэтому вот по чуть-чуть добавляю и смотрю, хватит этого или нет. И сразу же перекладываю в маленький пакетик. Поливаю глазурью. Она еще горячая, и поэтому она тоже пропитается в торт. И теперь хаотичный небольшой рисунок. Из желтого и зеленого шоколада. Ставлю, конечно, сейчас в холодильник. Очень необычный торт получается, вот говорю вам сразу. Начинка нам непривычная, но она очень оригинальная, хрустящая. Внутри он очень мокрый, пропитанный, вкусный крем. Для меня немножко переслащенный, но для остальных, говорят, нормально. Поэтому можно добавить и половину банки сгущенки на 500 мл сливок. Но это опять же для меня. Вкусный торт получается. Пожалуйста, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.